Привет! Ни для кого не секрет, что глобальная карта занимает минимум от игры в Conquer's Blade, однако бывают ситуации, вынуждающие и новичков ознакомливаться с ней, чтобы не ударить в грязь лицом перед товарищами, впервые очутившись на этом шедевральном плацдарме всего непонятного. В этом видео мы поговорим именно о ней. Ты на канале Лорда Говарда, и сегодня мы разберем всех NPC, локальную и глобальную логистику, отличия поселений, торговлю и крафт. Поехали! Перед тем, как начать, чтобы легче ориентироваться на глобальной карте, перейдите в настройки, далее интерфейс и включите подробную информацию на карте. Теперь рассмотрим саму глобалку. Перейти на нее можно, нажав на латинскую букву М. Карта делится на регионы. Регионов 3 по дефолту в зависимости от сервера, и каждый новый сезон регионы обновляются. То есть одни закрываются, а другие открываются. В каждом регионе есть своя столица. Она обозначается самым крупным значком замка. Перемещение между регионами осуществляется через телепорты внутри этих столиц, а также через пограничные форты. Они обозначены зелеными башнями и являются скреплением между регионами как пазл. Подойдя к ним, вы можете нажать на «Пересечь границу» и очутиться по ту сторону форта в другом регионе. Другие же форты, подсвеченные темно-серым цветом, заблокированы к переходу, так как ни с чем не сцеплены, а форты, которые обозначены белым цветом, являются дефолтным поселением, но с одной особенностью. Их владелец, то есть клан, захвативший его, может контролировать проход через форт, заставляя либо недруга, либо всех подчистую искать другой путь для прохода. Также на карте присутствуют города под значком города и деревни значок домика. Они отличаются левел-листом поселения, крепостью для проведения осады, перспективой доступного внутри них крафта, разного уровня снаряжения и пушек. Они, включая форты с белым цветом, самые крупные поселения, обладающие своей прилегающей территорией. На данной территории размещены ресурсные точки. Точки отличаются по тиру от серого до фиолетового, типу добываемого сырья и принадлежат поселению, на территории которого они находятся, и приносят ему пассивный доход, который идет в карман владельца. То есть, чем больше ресурсных точек на территории, тем богаче поселение, ими владеющее. А также ресурсные точки нужны для добычи сырья и крафта. На предпросмотре поселения изображен его уровень и количество ресурсных точек. Если вы открываете обзор поселения, то на главной странице вы можете видеть, какие плюшки можно крафтить в нем. Наведя на нужный предмет, увидите, с какого именно уровня поселения будет доступен этот крафт. Чтобы повысить уровень поселения, в него необходимо сдавать контракты. Каждый контракт дает определенное количество дров, они же материалы. Дрова нужны для заполнения шкалы уровня поселения. Как только шкала заполнится, уровень поселения повысится, но при этом каждую неделю поселение расходует энное количество дров для содержания себя. И если шкала дойдет до нуля, то поселение откатится на уровень назад. Помимо поселений, описанных ранее, есть поселения и без прилегающих территорий, которые называются торговыми постами или факториями. Обозначаются они в виде золотистой избы. Если в столице по дефолту можно крафтить только зеленые пушки, выполнять контракты, то фактории предлагают синий тир орудий для крафта, но без возможности выполнения контрактов и развития поселения. Также в факториях есть уникальный NPC, который продает готовые снаряжения отрядов за серебро. Также на карте вы можете найти малые торговые посты, которые выглядят как чаши весов. В них появляются редкие к продаже ресурсы, которые обновляются через некоторое время, и у них есть лимит, но он един для всех игроков, а не только для вас. То есть, если один игрок скупит нужный рес, то вы его купить уже не сможете. Обозначенные синим плюсом почтовые станции нужны для пополнения войск и припасов на вашем пути, а торговые порты, обозначенные якорем рядом с водоемом, нужны для найма корабля и автоматического преодоления водной глади до рыбацкого порта и наоборот через внутреннюю карту морских путей. В каждом поселении, куда вы можете войти, будь то форт, деревня, город или фактория, будет присутствовать вся инфраструктура, которая есть и в столице
столице. Теперь давай рассмотрим ее. Нажав на Tab, у вас откроется локальная карта поселения, а справа будет список всех NPC. Нажав на нужного NPC, вы подойдете к нему, задействовав автопуть. Теперь по порядку. В категории вельможи NPC отвечают за основные квесты и подбор матчей. Их всего 2. Командир гарнизона, который выдает ежедневки, переносит в панель подбора матчей, кстати, который открывается и на клавишу J, и дает возможность создать лобби за медь. Стратег же выдает лимитированные специальные квесты и переносит к информации о поселении. В данное меню можно перейти и через глобальную карту, нажав на само поселение и далее обзор. Список всех заданий, включая и ежедневки, и еженедельки, можно еще открыть с помощью клавиши L, латинской, конечно. В категории продавцы находятся NPC, помогающие нам взаимодействовать с экономикой, а именно торговка, которая продает ресурсы для крафта снаряжения героя, у которых есть лимит, он обнуляется каждую неделю. Приказы о перегруппировке, рупоры и распоряжение Кастеляну за серебро. Осадный инженер, продающий зеленые пушки за серебро через магазин артиллерии и позволяющий обменять детали оружия на сундук с пушками того или иного тира в зависимости от тира деталей. В окне создания артиллерии из полученных сундуков выпадает оружие рандомно. Торговец скакунами, продающий зеленое и синее снаряжение для скакуна за медь, кстати, перековать его нельзя, и самих скакунов зеленого и серого тира, тоже за медь. Контрабандист съедает ваше серебро, предоставляя взамен свитки нового начала, обновляя их запас каждую неделю. Они используются для сброса навыков отрядов и статов героя. В продаже есть предметы, расширяющие хранилище инвентаря, а также ресурсы для создания и перековки снаряжения героя, но в отличие от торговки, лимита на них нет, а покупка производится не через медь, а за серебро. Обмен ресурсов переносит нас на панель аукциона, открывающаяся еще альтернативным способом через букву В. Торговля на аукционе производится между игроками за серебро. О самой торговле поговорим позднее. В самой нижней категории под названием «Другое» содержатся NPC, которые либо раскроют себя в будущем, либо нужны для одноразовых квестов сезона или отряда. Так, к примеру, старший десятник или инструктор предлагает одноразовую ветку заданий для новых игроков, начальник экспедиции погружает нас в работу с трактатами, а трубадуры-глашатай — это трубадуры-глашатай. В категории подготовка отрядов находятся необходимые NPC для крафта, как бы противоречиво это ни звучало. Пробежимся по ним. Ремесленник конвертирует сырье в ресурс. Осадный инженер позволяет скрафтить пушки. Интендант отрядов заведует крафтом снаряжения для отрядов. Да, вы могли заметить, что есть 2 осадных инженера, поэтому ориентироваться придется только через панель Tab. Про категорию подготовка героя было очень подробно описано мной в руководстве по герою на моем канале, а в блоке подготовки отрядов инфа о начальнике экспедиции, трактатах, контрактах и еще многих вещах, которые я не буду повторно оглашать в этом видео. Да и вообще, ролики из плейлиста блоков гайдов по КБ необходимо изучать последовательно, и созданы они для того, чтобы ознакомить вас со всеми игровыми функциями и облегчить ваш путь. Под каждым роликом есть таймлайн, которые позволят вам переключаться на интересующий вас момент, не пересматривая данное видео с нуля. А также все видосы я мониторю, и если информация изменится, подробности всегда будут в описании под видео. Ну и давай добьем все-таки неписей. Последняя категория — это офицеры и сводка. В ней есть посланец славы. Очки славы добываются в сессиях и при сдаче трофеев через пожертвования. Другого назначения у трофеев нет. Сюда же можете сдавать заклепки, зеленые свитки для крафта снаряжения, другие предметы сдавать строго не рекомендую. За очки славы вы можете открыть разные плюшки и приобрести их за медь в магазине славы. Стена славы тоже является НИПом и перемещает вас в вашу статистику, которой можно перейти через меню героя в разделе карьера. Также открывает для вас зал славы для просмотра топовых игроков и кланов и предоставляет просмотр объявлений. Данный раздел есть еще в обзоре поселения. Кастелян. Данный NPC дает возможность перенести ваш гарнизон и склад из одного поселения в другое посредством прописки. Как это происходит? Вы выходите из поселения, которое было вашим домом, и заходите в желаемое поселение для переезда. Подходите к Кастеляну и переносите свой лагерь, заплатив при этом распоряжениями Кастеляну. Они продаются у торговки, напомню. После того, как вы это сделали, ваш гарнизон, то есть все отряды, а также все ресурсы из хранилища, пушки переносятся
находится в это поселение. На глобальной карте расположение вашего дома будет обозначено красным флажком рядом с поселением, в котором вы прописан, но это чтобы не потеряться. А у самого Костеляна открывается еще и 3 окна диалога. Гарнизон перенесет вас во вкладку отрядов, как при нажатии на клавишу U. Хранилище открывает ваше хранилище с инвентарем, как и при нажатии на букву I. А управление отрядами перенесет вас в тестовую комнату для теста отряда на мобах. NPC-агенты с добавлением названия того или иного региона перенесут вас в столицу этого региона. Телепорт осуществляется только между столиц. Ну и теперь, зная внутренности всех поселений, можно выходить на глобальную карту. Производится выход у города, в котором вы находитесь, у последнего к разбору NPC, Привратник. Нажав на клавишу «Покинуть город», перед вами откроется меню выхода. В правом верхнем углу у вас отображено количество припасов и место в повозке. Над данной шкалой отображен лимит вместимости и грузоподъемности в вашей повозке. Нажав на кнопку «Хранилище», вы можете перенести ресурсы пушки в свою повозку. Над каждым предметом в хранилище отображено количество занимаемого веса для данного ресурса. Если вы желаете перенести часть предметов, то перетяните их курсором, зажав клавишу Shift, после чего укажите количество для переноса. Также в повозку может влезть не более 5 пушек. Если условно вы взяли 4 пушки и оставшееся место хотите забить, ну, к примеру, припасами, используйте клавишу Shift для переноса. Таким образом, если количество ресурсов в хранилище превышает вместимость повозки, у вас высветится значение для переноса, которое отражает максимальное количество вмещаемого места для данного ресурса, и считать ничего не придется. Также в нижней части отображается 3 параметра. Скорость армии, по дефолту без отрядов пушек и с пустой повозкой ваша скорость является максимальной в игре. При добавлении отряда в вашу армию данный параметр будет изменяться пропорционально скорости каждого отряда, принимая среднее значение. Так, кавалерия имеет самую высокую скорость, а пехота низкую. Работоспособность — это параметр скорости и количества добычи сырья на ресурсных точках. У каждого отряда есть свое значение, которое усредняется по аналогии с скоростью армии из предыдущего пункта. Если ваша цель — добыча ресурсов, вам понадобится 5 отрядов бомжей, а именно серых ополченцев с мечами. Они имеют больший показатель работоспособности за счет своего соотношения с количеством воинов в отряде. Для достижения максимального дефолтного показателя добычи одного отряда необходим 7 его уровень, чтобы открыть предпоследний талант в нижней ветке. Также для буста работоспособности применяются трактаты «Труд и здоровье» и «Добыча фуража», оба трактата фиолетового тира. В данной сборке вам понадобится 5 отрядов. О том, как нанять отряд, который у вас уже есть в гарнизоне, смотри в предыдущем видео. Ну и расчет времени бесперерывного марша до полного истощения ресурсов отражается в последнем пункте. Так, когда ты подготовился, давай выйдем на глобальную карту. Что ты можешь здесь увидеть? Различные руины, повозки, лагеря и сундуки. Подойдя к ним, вы можете их обыскать и получить абсолютно рандомный предмет либо в инвентарь, либо в повозку. Если в повозке места нет, то данный ресурс останется лежать на земле и исчезнет через некоторое время, если вы не заберете его. Таймер истечения будет отображаться в списке хранения, перейдя в инвентарь слева. Также по карте бродят наемники. Это мини-PvE рейд, который вы можете закрыть ради получения снаряжения бандитов. Награды даются только за 10 боев в неделю. 11-й бой уже не вознаградит вас за победу. Нажав на поселение, в котором локализован ваш гарнизон, вы можете изменить выбор отрядов в вашей армии, находясь на глобальной карте, а также открыть ваше хранилище и взаимодействовать с ним. Остальные кнопки присущие для каждого союзного поселения. Давайте их рассмотрим. Информация перенесет вас в окно обзора поселения, с которым мы уже знакомы. Если вы просели по припасам, можете их пополнить, купив за серебро, нажав на «Пополнить припасы». Если у вас на складе этого поселения есть припасы, система предложит вам восполнить шкалу фуража за счет уже имеющихся ресурсов, не покупав новые. Вылечить солдат. Если вы несете потери на глобальной карте среди войск, то воскресить павших воинов вы сможете через данный пункт поселения, но при этом прочность отряда не восстанавливается, только его численность. Кнопка «Обменять ресурсы» перенесет вас на аукцион для покупки вещей, находясь на глобальной карте в вашу повозку через данное поселение. Кнопка «Открыть склад» открывает временное хранилище, где хранятся ресурсы, которые ранее не вместились в вашу повозку. Напоминаю, что хранение временное. Выбрав любой объект на карте, вы сможете увидеть его меню, с помощью которого можете проложить автомат
трасса путь до цели или поделиться местоположением данного объекта в чате. Осуществляя перемещение по глобальной карте, вы можете заметить, что в некоторых местах шкала фуража расходуется, а в некоторых нет. Это зависит от того, по какой именно территории вы перемещаетесь. Зеленые территории принадлежат вашему альянсу или клану, синие – нейтральные территории под контролем ИИ или когорты. На данных территориях припасы не тратятся. Для синих территорий это актуально, если они базируются вокруг ближайших поселений от столицы региона. На синих территориях за пределами столичного округа припасы потратятся. На остальных же, отмеченных другими цветами, затрачиваются припасы всегда. Кстати, если у вас припасы в повозке, они начнут использоваться только при приближении полосы к нулю. Ввиду этого не волнуйтесь, если уверены, что припасы в вашем инвентаре имеются в достатке. И тут же развею маленький миф. Ваша армия не умрет и не понесет урона и потерь, если шкала закончилась, а лишь станет передвигаться медленнее по карте, чуть слабее бить и не сможет инициировать бой. Кстати о нем. В вашем инвентаре есть персональные и неперсональные вещи, отличить их можно по скрепке. Привязанные предметы нельзя ни продать, ни потерять, а в то время как предметы без скрепки можно потерять при поражении в бою и продать на аукционе. При перемещении на глобальной карте игроки используют нижнюю панель. Что она в себя включает? Быстрое открытие повозки, создание лагеря или привала, который автоматически срабатывает в момент входа в матч, если вы находитесь на глобальной карте и запустили, например, осаду. При этом вы запуститесь как и обычно, с доступом всех юнитов в гарнизоне, а не только с теми, что у вас в пуле на глобальной карте. Когда вы свернете лагерь, в течение некоторого времени вы не сможете разбить его повторно, так как он уйдет в КД. Кнопка быстрого перемещения в лагерь моментально телепортирует вас в поселение с вашим гарнизоном, если у вас пустая повозка и в инвентаре есть приказ о перегруппировке. Но делать это постоянно тоже не получится ввиду кулдауна. Кнопка «Отряды» покажет вам состояние вашей армии, а также позволит поменять приоритетного юнита при входе в бой. Если по какой-то причине у вас в бою на глобалке доступны не все отряды, проверьте их целостность. Если все целые, то попробуйте их просто поменять местами через данное меню. Кнопка постройки аванпостов — это для офицеров кланов, а включение ускоренного марша повысит скорость перемещения на карте, но при этом повысит и расход припасов. Если вы путешествуете по карте без отрядов, то есть ограничения. Взамен на высокую скорость вы не сможете нападать, участвовать в войне за территорию, добывать ресурсы и включать ускоренный марш. Также с вами может приключиться ситуация, когда вы застрянете в текстурах на глобалке. Если освободиться от ловушки разработчиков не получится перед заходом в игру, то вы можете нажать на Escape, а далее помощь, после чего нажать на сброс. После данного действия вас переместит в город с вашим лагерем или на ближайшее плато. У функции тоже есть кулдаун. Если вы решили добыть сырье для крафта, контрактов или продажи, то вам помимо бомжей понадобятся лицензии на добычу. Получают их за игровые активности. В чем собственно механика? У каждого поселения есть минимальный налог, а есть еще и наценка владельца, которая иногда бьет рекорды адекватности. Добывая сырье с наценкой, процент с покупки добычи капает в казну владельца ресурса и опустошает ваш кошель в геометрической прогрессии. При этом ресурс можно добывать ограниченное количество раз, а лицензия позволяет добыть ресурсы без наценки и без данного лимита количества добычи. Нажав на нужный ресурс на карте, вы можете видеть его остаток. Если вы используете лицензии, это единственное для вас весомое ограничение. Если не учитывать то, что количество копок в неделю ограничено. Подойдя к нужной вам ресурсной точке, вам открывается ее меню. Чтобы добыть ресурс по лицензии, она должна быть у вас в инвентаре, после чего вы сможете нажать на «Лицензия» и сделать одну копку за одну штуку. Если ресурс был добыт с избытком и не вмещается в вашу повозку, он отправится на склад ресурсной точки на временное хранение. Если вы решили пустить сырье на крафт, то вам нужно найти необходимый для крафта объект. Это может быть либо пушка, либо снаряжение отрядов. Далее удостовериться, что поселение, в котором есть нужный вам объект, соответствует уровню открытия этого объекта для крафта. Далее прибежать, войти в поселение и посмотреть необходимые ресурсы для крафта и их количество у осадного инженера или интенданта отряда. После чего подойти к ремесленнику и посчитать, сколько и какого сырья уйдет на крафт нужных
нужных ресурсов. Далее найти на карте неистощенные ресурсные точки с нужным сырьем и его тиром. После добежать, добыть их и прибежать обратно. Далее переработать сырье в ресурс у ремесленника, ну и итогом ресурс пустить на крафт и получить желаемый объект. Маленькое дополнение. Если ты занимаешься добычей ресурсов, то у тебя будет копиться опыт добычи. Использовать его можно в дереве технологий, перейти к которому можно через панель отрядов. Качай ту ветку, которая бустит часто добываемый тобой ресурс. И если ты решил не использовать скрафченную вещь, а продать ее, давай осветим и этот аспект. Перейдя в аукцион, открой вкладку «Рынок ресурсов». Щелкни на рез из повозки или хранилища, переключаясь в верхнем правом углу, и обозначь цену. Она должна не превышать допустимый лимит, который обозначен чуть выше поля ввода цены. При этом ты можешь выложить предмет на 1 или на 3 дня. У аукциона есть комиссия, исчисляемая в меди, и в зависимости от выбранного срока она будет возрастать или убывать. После того, как все обозначено, жми и продавай. Учти, что товар будет открыт для продажи не сразу, а с задержкой. Сам товар попадет в трей, если вдруг ты передумал его продавать и он еще есть в трее, можешь преждевременно его снять с продажи. Продавать снаряжение, детали орудий и прочие вещи не из повозки или хранилища, а из инвентаря можно на стартовой странице аукциона. Соответственно, при анализе цены того или иного предмета нужно производить его поиск в соответствующей вкладке. Если предмет у вас не купили, то по истечении времени ожидания в трее, которое вы установили при продаже, он вернется к вам автоматически с извещением в ваш почтовый ящик. Также есть предметы, которые не имеют пороговой цены. Используются они чаще для передачи серебра между игроками, чем для продажи за себестоимость. Условно, вряд ли кто-то купит у тебя ширпотреб носки за 1 000 000 серебра, когда цена им максимум в косарь, а то и меньше. Ну, раз уж продажу мы разобрали, закончим мы на покупке. Если вы покупаете предмет с аукциона, то он перемещается к вам либо в инвентарь, либо в хранилище. Если места в хранилище нет, он попадает в повозку. Если нет и там, то отправляется на временное хранилище на склад города. Также возле предмета написан город, где он продается. Если вы не в данном поселении, то при покупке система предложит вам заказать доставку и добавит наценку. Чтобы купить товар без наценки с доставку, надо добежать в поселение, где он продается. Если купите без наценки, не находясь в нужном поселении продажи, товар перейдет на склад временного хранения в городе, где был продан. Ну и подведем итог. На момент этого видео ты уже знаешь все, что нужно для подготовки героев, отрядов из предыдущих роликов и логистику по глобальной и локальной карте из этого видео. Это, как я считаю, 3 столпа, на основе которых ты сможешь взять старт для самостоятельного исследования Conquer's Blade. Будь уверен, если ты смотришь данные ролики спустя долгое время после их выхода, то информация до сих пор актуальна, а описание под видео всегда расскажет тебе о том, было ли что-то кардинально изменено разрабами. Если изменения требуют отдельного ролика, я всегда закреплю на него ссылку. На моем канале описание — это важно, поэтому не забывайте его чекнуть. Также данный плейлист я подумываю дополнить, но пока не определился тематикой следующего видео. О, ты, кстати, можешь мне в этом помочь. Перейди на мой Discord канал и пройди опрос о том, какой именно аспект игры мне осветить следующим. Ну а с тобой был Лорд Говард. Тяжелого лута тебе в повозку. Покеда.